Здравствуйте. Секс дело серьезное. Он посмотрел на тебя, ты должна забиться в оргазме просто от факта то, что мужик рядом. Самая эрогенная часть у нас здесь. Слушай, чувак, нажимай вот на эту волшебную кнопочку, будет тебе радость. Дорогой, все, теперь у тебя нет проблем. То есть 7 сантиметров достаточно. Да, как так можно? И как может быть секс без оргазма? Я научусь делать глубокое горло с разбега, останется ли он со мной. Опять же, есть всегда группа людей, которые будут убеждать, хоти меня немедля. Друзья, привет! Наконец-таки очередной выпуск. Как видите, я уже родила. Прошло не так много времени, но сегодня у нас очень классный, крутой сексолог Оля Штерн. Мы обсудим очень много тем, поэтому присоединяйтесь, слушайте, смотрите и подписывайтесь на канал. Какой самый популярный запрос? Ну, наверное, у мужчин и у женщин разные. Или у тебя больше всё-таки женщин? Больше всего, конечно, женщин обучаются. И у меня есть два разных направления. Есть онлайн-школа, и есть моя офлайн-практика. И в онлайн-школе больше женщин, и в личных консультациях тоже больше женщин, но есть пары и есть особенные мужчины, которые приходят и хотят разбираться. Расскажи в двух словах. Ты создатель этой школы. Ну, я не одна работаю, конечно. Так случилось, что когда я открыла физический тренинговый центр, ко мне на занятия пришла девушка, и она посмотрела, как я веду, и говорит: а давай сделаем вместе онлайн-школу. Я говорю: а давай. Вот, это было почти 5 лет назад, и вот с тех пор мы очень плодотворно сотрудничаем. Ну, я правильно понимаю, тогда если это женщина, то самый частый запрос — получение оргазма. Самый частый запрос — получение оргазма, потому что сейчас мы живем в век, когда мы окружены вот этой темой сексуальности с одной стороны, и при этом она очень табуирована. То есть, с одной стороны, да, все говорят: оргазмы, ты должна быть сексуальной, должна быть привлекательной. Он посмотрел на тебя, ты должна забиться в оргазме просто от факта то, что мужик рядом. Вот. А с другой стороны, есть другая сторона, да. Феминизм, там, да, я независимая, я там самостоятельная. И это вообще тоже. Я могу сама себя удовлетворить. Да. То есть, с одной стороны, давит, что ты должна быть вся такая невероятная, сексуально открытая. С другой стороны, давит, что ты должна стесняться и сложно разговаривать о близости, и вообще прилично девочки слово «секс» не говорят. Пандемия как-то повлияла на твою деятельность? Влияло. Некоторые планы, которые у меня были, там они немножечко их пришлось отложить. И живые тренинги, и живые мероприятия. Пока они на неопределенном сроке, потому что сейчас очень сложно все согласовывать. Для рынка товаров для взрослых пандемия сыграла очень хорошую роль. Объемы продаж растут. В начале, в марте месяце, был небольшой спад, когда все заволновались, было непонятно, куда движется ситуация. Но уже в апреле был рост кардинальный. То есть, причем апрель – это традиционно низкий месяц для этой категории товаров. В этом же году апрель был феноменально хороший. В мае у нас объемы продаж выросли до показателей где-то 2,2 год к году. Скажи, как с сексологами вообще становятся? Как вообще приходит? Есть просто, знаешь, такая версия, что люди, вот, кто становятся психологами, сексологами, прежде всего пытаются решить свою какую-то проблему, задачу. Да. Подтверждаю в том плане, что где-то лет в 17, когда я пошла на первый курс вуза, я начала задумываться. Вот есть девчонка. Какого вуза? Первое вообще у меня экономическое образование, университет управления, у меня специализация стратегический менеджмент, то есть аналитика, все это. И я начала задумываться, вот есть девчонка, вроде классная, красивая, все при ней, а поклонников у нее нет. А есть девочка, вроде бы ничего такого, да, и я начала копать, а почему вот на нее смотрят? Почему вот за ней ухаживают, а вот за этой, такой классной, на мой взгляд, нет. Начала копаться, начала изучать энергии, начала изучать тантру, энергетические практики и наткнулась на книжку «Искусство брачных покоев». Это потрясающее было открытие в моей жизни. Во-первых, почему мне это звалось? Потому что это красиво. Ну, то есть там уже изначально про близость говорили как про искусство раз, и как то, чему можно учиться, следует учиться, и это очень вдохновляет. И я что-то начала там исследовать, что-то читать, применять, что-то рассказывала подружкам. Вот, и просто изучала эту тему для себя.
Ну, я правильно понимаю, ты по итогу как бы самоучка изначально? Изначально, да. Потом я уже получила образование, у меня несколько дипломов, именно по специализации сексологии. Я уже там пошла училась, я в Институте психоанализа получила диплом именно по сексологии. Сейчас я правильно понимаю, что это твоя основная Сейчас это моя занятость? основная деятельность уже 6 лет. Она тебя и кормит, И что кормит, и называется? поет, и покупает машины. И всё. Ну, а личная жизнь, она как-то становится качественнее? Ну, когда ты всё знаешь. я надеюсь. Слушай, ну вот про оргазм, это на самом деле интересная тема. И меня всегда вот немножко поражает, знаешь, какой диссонанс. Вот, ну, у меня есть подруги, у меня Да, есть какое-то да. окружение, я там смотрю что-то, читаю. И я понимаю, что это реально проблема. Ну, и я даже, ну, что греха таить, по себе знаю, что это достаточно такая проблема, да. Так есть. Ты не всегда получаешь оргазм, ты порой до какого-то возраста ты не знаешь, как его получить, да. Ты до конца не знаешь свое тело. При этом ты заходишь в какой-нибудь блог, читаешь комментарии, и там просто, вот я не знаю, тапками кидаются в тех, кто да, как так можно? И как может быть секс без оргазма? Вообще, что это за секс? И вообще. И начинается вот эта история, что ты какая-то неполноценная, или мужик у тебя неполноценный, да что вы там вообще там делаете? Это боязнь признать, что я тоже такая. Это проблемы, они скорее из-за нашего восприятия, как это должно быть. Но первое, что я хотела сказать, что неважно, с каким запросом ко мне приходят женщины, пары или мужчины, первая мысль, которую я доношу до них в большинстве случаев, это то, что с тобой все в порядке. Это очень важная мысль, которую я стараюсь внушать во время эфиров прямых, да, там в онлайн-школе, что с вами все в порядке. Ну и, наверное, согласись, что женский оргазм, он, конечно, в голове во многом. Самая эрогенная часть у нас здесь. Вот, и еще очень живуч миф благодаря дедушке Фрейду. Дедушка Фрейд что сказал? Есть полноценный оргазм взрослой женщины. То есть, когда непосредственно половой акт, вот если вот женщина испытывает оргазм, она какая? Взрослая. А есть детский оргазм, клиторальный. Он недоразвитый, он какой-то такой вот весь печальный. Беда-то в чем? Что большинству женщин нужна клиторальная стимуляция. И это не делает вот этот оргазм там неполноценным. И это важно понимать, что большинству из нас так или иначе нужна стимуляция клиторальная. И во время полового акта, либо до него, либо после него, в конце концов. И если без этого нет удовольствия, это не значит, что я сломалась. Но получается, все-таки вот не клиторальный, а вагинальный оргазм. Он существует, но я думаю, что он доступен очень небольшому количеству Тем, женщин. кто... есть бонус, кому-то вот повезло. Но это приобретается? Это можно... Есть что-то врожденное, как, знаешь, есть такие ведьмы, которые не занимаются спортом, у них попочка красивая. Но это же не значит, что я не могу, вот, не подарила мне судьба попу. Ну все, теперь мне плакать в сторонке, и реветь, и переживать. Но я могу взять и накачать попу. Но то же самое, я, в принципе, если я хочу, я могу развивать чувствительность. Мы с тобой сейчас говорили про женский оргазм, про совместимость в паре. Половая конституция, вот такая штука. Да. Ты вообще в нее веришь? Да. Вообще, откуда взялась половая конституция, это наш советский сексолог, прошу обратить внимание, Васильченко разработал вот такое понятие, как половая конституция. И там смысл такой, что пока мы формируемся в животике у мамы, мы получаем определенную дозу гормонов, и в зависимости от этих гормонов мы по-разному развиваемся, и у нас по-разному будет проявляться желание. То есть кто-то будет хотеть близости 5 раз в день, а кому-то будет достаточно раз в неделю, 2, 3, Есть шанс 4. вообще у таких пар? Я считаю, что если оба хотят, всегда есть шанс. Хотят Хотят что-то делать. Да, например, у девушки малая потребность, у мужчины большая, она, например, берет и учится делать ему какой-нибудь массаж. Или использует мастурбатор. Либо там еще что-то делает. То есть, и если она идет к нему навстречу, а он к ней навстречу, да, тогда есть шанс это сделать. То есть это все равно усилие над собой, такое Здесь преодолеть природу, блин. ну, не то, что преодолеть природу, а договориться и найти способ, который, с которым можно взаимодействовать. Конечно, в идеальном мире мы живем с партнером, который совпадает с нами по всем параметрам, но в жизни это не так часто, к сожалению. А еще бывает несовпадение, например, по ритму, что ему нравится с утра, а ей нравится вечером. Есть такая большая проблема, что кажется людям, что если это любовь,
то оно случится само. Если это любовь, то оргазм будет случаться сами собой. Если это любовь, то все проблемы сами рассосутся. Если это любовь, то тогда страсть всегда будет сама по себе, и ничего ее не разрушит. Но это иллюзия. Чтобы что-то продолжало классно случаться, нужно туда посвящать время. Причем это не важно, да? Это физическая твоя работа, это твой бизнес, это язык там или что бы то ни было. Если там нету фокуса внимания, то оно рушится. Какая категория возрастная средняя твоих клиентов? 35. 35. Ну, то есть после 30. Как ты считаешь, когда у женщины пик самый сексуальный? Разные. Но Нету я по себе могу сказать, что чем я старше, тем круче. Я тоже подтверждаю, потому что ты лучше себя знаешь. Да, Ты знаешь лучше свои хотелки и я тело. знаю, что в 10, если подкрутить, Потому что мне кажется, лет до 30, но до 25 у кого как. Идет больше количество, наверное, нежели качество. как бы по-разному Вот в идет. погоне познать себя. Иногда мудрость приходит с возрастом, иногда возраст приходит один. Вот. И здесь история, что когда ты работаешь над собой, над принятием своего тела, просто потрясающе. Причем имеет ли значение, сколько партнеров? Вообще Это один нет. или нет? Вообще нет. Потому что что? Потому Вообще что ты себя узнал. И у нас есть самый близкий человек. Это мы сами. И вот наша задача, прежде всего, понять себя, изучить свое тело, найти 300 миллиардов точек, понять, в какой день цикла я лучше возбуждаюсь, а в какой день хуже возбуждаюсь, в какой день я открыта к экспериментам, а какие обстоятельства влияют на мою возбудимость. И когда я это познала, я вот с этим могу прийти к партнеру и сказать: слушай, чувак, нажимай вот на эту волшебную кнопочку, и будет тебе радость. Топ-3 или топ-5 самых популярных продаваемых товаров или категорий? Могу сказать, что, конечно, традиционно низкий ценовой сегмент продается лучше, и сейчас объемы его растут. И в этот ценовой сегмент также попадают российские производители, которые, кстати, в пандемию не имели каких-то перерывов в поставках, все было довольно динамично, и сейчас, конечно, эти категории растут очень хорошо. А есть ли какие-то новинки в индустрии? Новинок в этом году, наверное, были, но они не носили какой-то такой знаковый характер. То есть, например, как в предыдущие годы было появление Womanizer или Vibe и других каких-то новых технологий и подходов. В этом году и выставки в Германии не было традиционной, которая открывает, собственно, обычно какие-то новые вещи, новые подходы. Поэтому таких вот знаковых новшеств не было, но, я вот даже плыву, черт. Да. Некоторые женщины продолжают, говорю про женщин, потому что в основном они именно ко мне приходят, продолжают быть в отношениях, несмотря на то, что там есть очень много минусов, потому что какой-то классный секс. Потому что им кажется, что такого не будет никогда, что такие оргазмы, что такие ощущения возможны только с этим мужчиной. И, возможно, точно такого же не будет. Но может быть другой, не менее классный, а иногда и более классный. И есть у меня там опыт с клиентками, которые говорят, да, там, когда они принимали решение уходить из деструктивных отношений, да, и что когда они находили новые отношения, да, там действительно было очень ярко, классно, замечательно. Это не про то, что там обязательно все непременно будет так, и что я гарантирую, что обязательно случится что-то невероятное. Это про риски, наша вся жизнь про риски. Но оставаться только потому, что кажется, что именно такого не будет, а все остальное грустно, в общем, подумать надо много. Слушай, я посмотрела, понятно, вумбилдинг, что такое там, да, понятно, что там еще про оргазм, про получение. Самое интригующее — сексуальный голос. Что это вообще? Сексуальный голос — это то, что я тестила, и потом буду запускать в гейше чуть попозже. Есть специальное упражнение. Я просто 5 лет проучилась в театральной студии, и, соответственно, знаю, как работать с голосом, как его делать ниже, как с ним играть. Как, всякие. Это действенный инструмент достижения целей. Конечно. Твоя личная консультация, я так поняла,
стоит 21 тысячу. Если одиночная. Если одиночная. Да. Сколько она длится и что человек может получить вот за одну консультацию? Она у меня не ограничена по времени. То есть это не так, что час, и все, я человека выгоняю, все время, чувак, води. Обычно мы садимся, и зависит от проблемы, я использую разные инструменты. У меня очень много образований, я маньяк учиться, да, там, и расстановщик, вот за тебя лежат метафорические карты, это пролезаем в подсознание. Я еще арт-терапевт, да, то есть там у меня тоже. То есть ты комплексно так Да, и подходишь. в зависимости от того, какая задача, какая проблема, я уже залезаю в самую суть и распаковываю. Ну, ты сразу даешь вот эту вот таблетку, Опять же, как действовать, что делать? если это возможно, конечно. Я бы очень хотела быть волшебницей, которая приходит, бум, дорогой, все, теперь у тебя нет проблем. Конечно, я больше люблю в долгую работу. И самые крутые, устойчивые, самые главные результаты, они получаются за счет долгого ведения. Ну, а самое популярное обычно это вот сколько? Блоком, наверное, все Обычно на месяц. Ну, то есть такое. Есть те, кто берут на 3, и я их люблю. Вот. 12 сантиметров. Да, это нормально, но у меня обычно есть нормальный член. Если что. 14 сантиметров. Не, ну подожди, 10 это вот так. Ну, а мы же не говорим про 10. Это не 10. А потом Сколько? еще, Ну, Вот это 10. слушай, а потом еще И не плюс забывай. 3. Ну, в принципе, да. Есть еще, Это нормально. условно, если это анальный секс, то Нет, ну... Зачем? там Нет, зависит от ширины. зачем вот это вот А, нет, для анального спора И нет. вообще много для чего, в принципе. Не, ну я понимаю, что... Ну, смотри. Я не знаю, девчонки, извините. Было исследование у Мастерс и Джонсон, которые сказали, что 7 сантиметров достаточно для того, чтобы действительно оргазм. Откуда они это берут? Кому это? Они огромное количество, там 10 тысяч пар, по-моему, исследовали, я цифры не помню. Я считаю, что Чтобы важен не выглядеть. размер, а важно умение пользоваться. Это понятно. Честно. Как бы Это вообще... прекрасно, когда большой красивый Там член, просто, но- если накачаны интимные мышцы, становится все равно. Да, Какого- женщины. Да, какого он размера? 7 сантиметров, 13 сантиметров, 21. Нет, это Не, понятно. это- Просто это когда всё во время понятно, секса да. хочется не думать о своей вагинальной мышце, а просто получать красивее. Просто есть такая штука, как квадрат компетенции, да, то есть неосознанная некомпетенция, я не знаю, что у меня не развиты интимные мышцы. Потом следующий, я понимаю, что следующий квадрат осознанная некомпетенция, я понимаю, что у меня нет интимных мышц. Потом я осознанно умею сжимать интимные мышцы, да, а уже потом неосознанная компетентность, то есть мне уже не нужно во время секса после определенных тренировок думать, что-то сжимать. Они это делают сами. Ну да. И вот в жизни, мне кажется, это важно, чтобы Да. совпало просто. Да. Если ты не занимаешься ничем, то тебе нужен просто Тебе- твой член под твою вагину. Но оно должно везде совпасть. Да. Ну, у вас все Это должно в идеале. совпасть и в теле, и все Есть, как у меня Кстати, есть теория, что есть, должно быть, на мой взгляд, совпадение на 3 уровнях. Телесный, эмоциональный и интеллектуальный. Ну, это Вот. Ну, то есть, условно, только тело недостаточно. То есть, когда девчонка к нам приходит, Оль, я научусь делать глубокое горло с разбега, останется ли он со мной? Да? То есть, безусловно, это может быть приятным бонусом к остальным уровням. Но только глубоким горлом с разбега ты не спасешь, если там задница. Ну, тут надо добавить, наверное, что и наоборот тоже. Если вам безумно Ну, конечно. интересно вместе, но там не склеилось, это до поры до времени. Да, и причем работает и в женскую сторону, и в мужскую сторону. И когда там говорят, вот, все мужчины изменяют, вы не знаете, сколько я знаю историй про изменяющих женщин. Ну, женщины еще больше изменяют. Да, блин, ну 50 на 50 точно. Они как бы просто меньше палятся чуть-чуть. Слушай, а как ты думаешь, можно ли распознать измену в отношениях? Просто столько разных мифов на эту тему. Но есть люди, которые не палятся вообще. Ну, они существуют, которые конспираторы, все, 38 телефонов, связь через секретаршу, голуби почтовые и так далее. И, Нет, вот с одной стороны. чисто физиология. Физиологии как, нет. как правило, Нет. женщины любят там еще день проверить, там вот Он что там мог как. помастурбировать в ванной, поэтому у него там поменьше. Это не значит, что он Ну, то есть, кого-то полюбил. На самом деле есть измены как мужские, так и женские.
Есть и мужчины, которые изменяют, есть мужчины, которые не изменяют, есть женщины, которые А изменяют. есть мужчины, которые не изменяют? Насколько мне говорят, да, у меня есть друзья, которые говорят, что они не изменяют. Сами мужчины. Сами мужчины, ну, в силу, может быть, профессии или там, в силу своего характера мне удается выстраивать ну, такие откровенные отношения с мужчинами без там, каких-то флиртов, намеков там, и так далее. И ну, я очень много чего знаю. У меня столько историй, там разные и приключения, и измены, и отсутствие измены. Там, знаю, когда мужчины принимали решение не изменять, там, вопреки... Там, Слушай, а тогда вот отсюда, знаешь, какой вопрос? Есть какой-то короткий ответ, почему мужчины изменяют? Вот, О, нет, короткого нет. Ну, знаешь, вот прям... Короткого нет. Есть такая штука, многослойность нашей психики. Ну, то есть, условно, захотелось разнообразия, это поверхностный слой Наполеона. Но на самом деле, что стоит в потребности за разнообразие? Может быть, собственная неценность. Может быть, месть женщинам, потому что мама была очень строгая. Вот эти вот такие базовые штуки, там, типа, а мне хотелось разнообразия, а мне хотелось там другую женщину попробовать, а мне там еще что-то хотелось. За этим всегда стоит что-то более глубокое. А женщины? Та же самая история, многослойный пирог. И там, когда говорят, вот, у женщин измены, там, только такие, только когда там любовь. Я знаю женщин, у которых были разные мотивации для... Когда нужно начинать разговаривать с ребенком о сексе? Мы это обсуждали во всех вузах, где я обучалась на сексолога, и преподавательница, которая специализируется на детской сексологии, она дала, на мой взгляд, очень классный совет. С самого начала говорить правду, но ту правду, которая соответствует возрасту ребенка и то, что он спрашивает. Ну, то есть, условно, не то, что мы нашли тебя в капусте, и тебя принес аист, Дед Мороз, а говорит, что это мама с папой любили друг друга, и появился ты. Просто есть мнение, что нужно там, я не знаю, сильно до школы говорить об этом. Есть такая штука, Всегда что в детском саду Да. все уже обсуждают секс. Ну, вот, Просто в какой-то такой... ну, в своих детских непонятных историях и гораздо правильнее для ребенка изначально закладывать ему что-то реалистичное. Потому что, ну, часто бывает, что условно, если ребенок понимает, что относительно секса родители дали с самого начала, он в случае, там, условно, полюции у парня, он не пойдет к папе, да, если он знает, что, условно, папа ему брал. А мне признавались мужчины на консультациях, что когда у него случилось, ну, ночное себезаражение, он думал, что он умирает. Ну, то есть не было вот этого доверительного отношения. И гораздо экологичнее, если однополый человек с ребенком будет на эту тему разговаривать. Если ты помнишь, когда мы росли, мне кажется, вот эта вот сексуальность, она была зашкаливающая во всем, да, вот эти мини-юбки. Мы только вырвались на Да, свободу. платформы. Ну, то есть это поощрялось. Вот сейчас я смотрю на там, девчонок до 20, это такая вообще, мне кажется, асексуальность, потому что вот эти балахоны, мода вся, высокая талия, джинсы, отсутствие косметики. Ну, то есть, наоборот, все направлено на то, чтобы не показывать свой гендер, свою женственность, свою сексуальность. Вот у тебя есть такое ощущение, что сейчас вот они другие, и роль секса в их жизни, она значительно ниже? Или нет? Я бы так не сказала. Сейчас, ну, как бы есть влияние моды, а есть сексуальность. Она не кричащая. То есть им не нужно, как нам в свое время, не нужно что-то доказывать. То есть ты меня или хочешь, или не хочешь? Но, и опять же, есть всегда группа людей, которые будут убеждать, хоти меня немедля. Прямо сейчас на этом огромном столе. Они просто немножко другие, у них, они живут в век информации другой. Они, может быть, в чем-то более свободны, в чем-то более зажаты, чем мы. Да? И каждое поколение, оно со своими особенностями. Мне, кстати, даже интересно, сместился ли возраст начала половой жизни? Да, вообще? да. Куда? В раннее? Более ранее. Я думаю, это тоже все потому, что информации... Информации много, и проблема, что дети начинают вступать в интимные отношения раньше, чем у них потребность на самом деле. Более того, мне там часто пишут в личку, говорят, а вот когда можно уже там мешаться, когда там чего? Что ты советуешь? Не гнаться за подружками. Вот я всегда советую, то есть не идти на поводу и делать, не исходя из страха быть там белой вороной, не из того, что, ой, ну все подружки уже, я еще нет, им не надо, да, и немножко из других предпосылок. Потому что вот эта предпосылка, я какая-то не такая,
У всех было, а у меня не было, она не здоровая. Ну, то есть она не даст нужного состояния. Первый раз он влияет на последующий все равно. 3 базовых совета всем парам, чтобы улучшить свою сексуальную жизнь. Первое, что я сказала бы, разговаривать вообще не только о сексе, а в принципе разговаривать, открывать рот и ртом выражать то, что что мы хотим или не хотим, что там интересно, больно, приятно или неприятно. Потому что все люди, все пары, которые ко мне приходят, у них проблемы из-за отсутствия диалога. Бывают случаи, когда женщина, например, не говорит, что мужчина делает что-то раздражающее, она копит, а потом у него орет. А выясняется, что он, в принципе, из-за того, что он не знал, он это делал, потому что не знал, что ее напрягает. Ну, как 2 несчастных Первое, человека. разговаривать Да, обо всем. Вообще, ну, тем более в интимной сфере, что я хочу, что мне нравится, что мне приятно, что неприятно. Да? То есть разговоры обязательно. Следующее — это осознанное внесение разнообразия в сексуальную жизнь. Мы так законструированы, что наш мозг делает все, чтобы меньше тратить энергии. То есть вот мы как идем на работу. Мы, в принципе, не задумываемся, как мы идем на работу. Мы идем тем же самым путем. Да, и мы можем, а как я здесь оказалась? А почему я, да? Ну и вот этот автоматизм, он во всех историях. И в том числе в интимной жизни. И если туда осознанно не направлять внимание, мы скатываемся к 3 позам, 4 поцелуям в левое ухо, и как бы все. То есть нужно наименьшего сопротивления. Да, но это не наша вина, это мы так устроены, чтобы выжить. То есть этот механизм, он закладывался очень много лет назад. И, соответственно, нужно осознанно. Так, а давайте поэкспериментируем там с местом, с позами, с игрушками, с костюмами, с играми и так далее. Слушай, я у одного сексолога, кстати, как-то читала такой совет, что даже носить в план свой. Да, абсолютно. И мне показалось это, честно, дичью Это какой-то. не дичь, это потому потрясающе. что это же отсутствие импульса. Вот, я вот этой энергии. расскажу страшную тайну. На примере вот тоже у меня были клиенты, и мы с ними составили реально расписание. То есть был у них 1 день в неделю, когда они точно знали, что дети там розданы, садики, бабушки там и так далее, и у них точно запланированный вечер для 2. Они могли там заниматься любовью, они могли смотреть сериалы, и они к этому времени готовились, и у них было выделенное время друг на друга. Ну, то есть ты заранее готовишься, то есть не будет такого: ой, я ноги не побрила, да? То есть какие-то такие вещи. Ты понимаешь, ага, ну, допустим, вот вторник, отлично, вторник наш день, да, я понимаю, ой, может зайти мне в секс-шопик, да, и не просто там я планирую в каждый вторник, да, или там какое-то другое расписание, а я думаю, так, а давай во вторник снимем гостиницу с БДСМ-тематикой, да, и там какие-нибудь штучки устрою. Здесь как бы важно это поддерживать, и опять же, возвращаясь к пункту номер 1, обсуждать, разговаривать, что понравилось, что зашло, что не зашло. И третье, сейчас вот такой совет пришел в голову про идеальность. Да, что не ждать идеальности. Ни в сексе, ни в партнере, ни в себе. То есть идеальности не бывает, ее не может быть. И как бы снизить свои повышенные ожидания вообще от всего этого. И просто расслабиться, понять, что именно в неидеальности идеальность. Замечательные слова. Я предлагаю на этом закончить. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты согласилась на это интервью. Мы оставим все ссылки про Олину школу, Geisha School в описании обязательно. Я надеюсь, это было очень полезно, интересно, как и для меня в том числе. Вот, я тебе желаю процветания, успехов. Спасибо. А я желаю оргазмов и удовольствия. Да, всем оргазмов.